Друзья, привет! Я продолжаю свой гайд по моду Industrial Craft Experimental. И сегодня я хочу вам рассказать про такую супер полезную штуку в этом моде, как ферма. То есть ее можно собрать с помощью сборщика и автосадовника. Сейчас я на конкретном примере вам покажу. Вот моя ферма. Здесь вот стоит сборщик и автосадовник. Для того, чтобы пользоваться такой фермой, в принципе, даже автосадовник со сборщиком не нужны. Достаточно просто воспользоваться жердочками. Вот. Эти приборы у меня работают в зоне в радиусе 5 на 5 блоков. Вот давайте, например, я возьму где-нибудь сейчас, вспахаю землю, установлю жердочки. И дальше на эти жердочки можно посадить какую-нибудь культуру. Например, морковку, картошку и что-нибудь типа того, семена пшеницы. Кроме того, здесь можно заниматься селекцией, то есть выведением каких-то новых видов. Вот если мы возьмем две морковки и совместим их вот так вот двойной жердочкой, то у нас здесь выведется некий вид. Либо, с большой вероятностью это будет у нас снова морковка, но есть некий шанс, что выведется какая-нибудь новая культура. Селекция в Industrial Craft это отдельная тема. Если вам это интересно, то пишите в комментариях. Я отдельное видео по селекции в Industrial Craft сделаю. Вот, а пока просто рассмотрим стандартную, соответственно, ферму, когда у вас уже есть какие-то семена. Кстати говоря, вот эти семена можно в мешочке выдавить. То есть, если мы вот уже какая-то выросла, тут культура, левый клик. Здесь, к сожалению, пропало. Давайте где-то, наверное, отключить нужно сейчас, чтобы вот оно выросло. Хочу продемонстрировать просто, как этот мешочек выглядит. И что еще мы с ним можем сделать интересного. А вот здесь рядышком. Ну-ка попробуем сейчас его выбить. Успеем? Нет, не успели. А вот здесь попробуем. Да, вот я выбил. Все. Вот у меня выпал, соответственно, когда культура полностью выросла. Вот, можно выбить такой вот мешочек. Либо, то есть, когда он вырастет, можно правым кликом собрать. Просто выпадет такой, например, ресурс, как красный краситель. Либо левым кликом, если сбить, соответственно, выпадает такой вот мешочек. Вот. Если так наведем на него, написано «семена неизвестны». Значит, чтобы проанализировать, мы можем воспользоваться анализатором агрокультур. И посмотрим какие-нибудь свойства. Это роза. Вот мы проанализировали, узнали, что это роза. Если мы повторно проанализируем, мы еще узнаем, что это вот такого-то типа. Вот. И можно так вот поэтапно раз. Соответственно, все больше и больше информации узнаем. Вот. Все это, наверное, максимальная информация. То есть cross, там, gain, resist, это какие-то свойства. Вот. Самое главное для нас информация, что это роза. Вот. А дальше мы можем уже какие-то там, опять же, манипуляции делать, там, выводить, скрещивать и так далее. Или просто взять, соответственно, этот мешочек и снова на жердочку посадить. Вот, например, раз. Тут надо еще определенные условия, как правило, соблюдать. Потому что, например, роза, скорее всего, будет уже требовательны к свету. Нет, в принципе, вот нормально посадилась у меня на жердочке. Все, можем выращивать. Соответственно, естественно, руками так неудобно ходить, правым кликом собирать выращенную культуру. Поэтому удобно пользоваться такими вот приборами. В первую очередь это сборщик урожая, который автоматизирует тупо сбор урожая. В принципе, одного даже сборщика уже достаточно, чтобы собирать вот эти ресурсы. Вот у меня картошка выросла, и сейчас вот сборщик ее соберет. Вот раз. И сейчас он будет собирать, соответственно, и сюда ее класть. Вот раз, картошка собралась. И дальше ее откачиваю шинами импорта из Applied Energetics. Чтобы, например, здесь вот еще есть такая крутая штука. Помимо прочего, как видели, я там красную розу, выращивал. Это я с помощью селекции выводил. Вот есть фиолетовые цветки, тоже получается только селекцией. Адский нарост, в принципе, можно и так посадить. И все остальные культуры. А вот еще здесь есть такая крутая штука, как резиновый тростник. Вот, резиновый тростник, соответственно, это разновидность тростника, которая дает резину. Вот. Однако есть один нюанс. Чтобы добывать именно латекс с него, а не сам тростник, обязательно в сборщик нужно установить анализатор агрокультур. Тогда он будет именно давать латекс. То есть собирать с него латекс, а не просто добывать его как обычный тростник. Вот это важный нюанс. Зачем же здесь нужен автосадовник? На самом деле автосадовник не является обязательным элементом для автоматизации сборки, но он может помогать, например,
улучшить вашу ферму? Во-первых, если его запитать водой, культуры будут расти немного быстрее. То есть я тут через шину экспорта жидкостную подаю воду, и, соответственно, у меня немножко быстрее растут культуры. Вот. То есть дистиллированную воду можно или обычную воду, и, соответственно, у нас как бы растения растут быстрее. Кроме того, здесь есть слот для удобрения и для антисорняка. Сейчас я покажу, как это выглядит. У меня тут есть. Вот, посмотрите. Вот у меня антисорняк, например, такая бутылочка. И вот удобрение. Удобрение крафтится из костной муки и утиль-сырья. А утиль-сырье делается из любого материала через утилизатор. Вот. Утилизатор, то есть какой-то мусор туда можно запихать, и, соответственно, у нас получается утиль-сырье. Дальше можно, например, сделать удобрение, или утиль еще используется в генераторе материи. Сорняк делается из красной пыли, пустой капсулы и токсичная пыль. А токсичную пыль можно, например, из ядовитого картофеля получить дроблением или из паучьего глаза. Вот. Зачем нам утиль, точнее удобрение? Оно просто очень резко ускоряет рост. Но расход просто огромный. Поэтому, честно говоря, никогда не заморачивался тем, чтобы удобрения сюда автоматически подавать. Потому что расход просто очень большой. Смысла не вижу. И так достаточно хорошо фермы работают с водичкой. Средство от сорняков, оно используется в основном, когда вы занимаетесь селекцией, оно полезно. Это для того, чтобы здесь не образовывались сорняки. То есть, если вы просто оставите пустую вот такую жердочку, через какое-то время здесь появится очень вредный сорняк. И это на самом деле огромнейшая проблема. У многих игроков с этим просто чудовищный трабл. То, что если такую жердочку оставляешь, потом вся нахрен ферма становится просто сорняком одним. И там еще земля потом образуется, то есть очень неприятно. Поэтому будьте осторожны, не оставляйте пустые жердочки. Вот. Если у вас пустая жердочка, лучше удалите ее срочно. Вот. А когда вы занимаетесь селекцией, вот тогда полезно воспользоваться таким вот средством от сорняков. Вот, допустим, я хочу вырастить, да. Для этой селекции вам потребуется еще подождать, когда эти растения вырастут. А пока что лучше обработать антисорняком. Вот. И тогда вероятность возникновения сорняка резко снижается. Вот. И, в принципе, это самое основное, что можно было рассказать про эти фермы. Тут, конечно, много всяких растений можно выращивать, как бы и стандартные, да, из ванилы, типа картошки, морковки, там, пшеницы. Можно какие-то здесь определенные виды выводить, которые есть только в этом моде. Например, тут вот был черный цветок, фиолетовый цветок, там красная роза, желтая роза, которые дают вам красители полезные. Вот, есть там еще синий, как бы такой адский нарост, земляной нарост называется, тоже там прикольная штука. Есть даже хмель, из которого можно варить пиво, но это тоже отдельная тема. И, соответственно, из этого пива еще можно более продвинутое пиво, которое называется кровь дракона, которая там дает супер какие-то уроны и так далее. Если вам это интересно, пишите в комментариях, попробую снять про это отдельное видео. Вот. Но основные моменты, в принципе, вот, как бы жердочки ставим, сверху, соответственно, выкладываем нужные культуры. И если хотите автоматизацию, сборщик, а если хотите, чтобы быстрее росло, можно еще автосадовник поставить. Не забываем запитывать электричеством и как-нибудь откачивать эти ресурсы. Вот и, пожалуйста, ферма готова. На этом, пожалуй, все. Если вам это видео было интересно, ставьте лайк, подписывайтесь, жмите на колокольчик, чтобы новые видео не пропускать. Вот, и в комментариях пишите, что бы вы еще хотели узнать про этот мод. Спасибо за просмотр, пока.